Мы живем в эпоху быстрых изменений. Не успеваешь оглянуться, как вчерашняя модель техники уже устаревает. Особенно сильно это заметно на примере автомобильной промышленности. Производители разных стран ежегодно удивляют нас новинками. И невольно напрашивается вопрос, какая же машина станет популярной в 2023 году? Чтобы узнать ответ на этот вопрос, смотрите видео до конца. Присаживайтесь поудобнее и поехали! Когда речь заходит о самых популярных марках автомобилей, на ум обычно приходят корейские бренды, такие как Hyundai Solaris и Kia Rio, бренды японских производителей, такие как Nissan и Toyota, и, конечно же, не теряет своей актуальности Ford. Машина, которая продержалась на конвейере целых 10 лет и пережила 8 поколений. Недавно ряды автознаменитостей пополнила нашумевшая на весь мир Tesla. Теперь же в списке можно увидеть и китайские бренды. Еще до недавнего времени фраза «китайский автопром» у многих вызывала замешательство или как минимум легкую улыбку. Однако за последние десятилетия ситуация полностью изменилась. Теперь китайские марки с каждым днем приобретают все большую популярность, а доля китайских автомобилей на мировом рынке стремительно растет. И неудивительно, ведь качество сборки автомобилей Поднебесной постоянно улучшается, а производители радуют автовладельцев комфортом и современными характеристиками. Одним из факторов успеха китайских брендов стало то, что в линейках китайских производителей много кроссоверов и внедорожников. Автомобили этого сегмента пользуются особой популярностью в странах СНГ. Еще один плюс – ценовой диапазон. В то время как уровень комфорта китайских авто медленно, но верно догоняет европейских конкурентов, стоимость при этом остается относительно доступной. Chery Tiggo 9 – созревшая вишенка китайского бренда Chery. Популярность любой модели автомобиля зависит от многих факторов, включая ее дизайн, характеристики, производительность, цену и, конечно же, предпочтения потребителей. Поэтому производители автомобилей постоянно стараются создавать привлекательные автомобили, отвечающие требованиям и предпочтениям потребителей во всем мире. Китайцы не исключение. Именно так на свет появилась самая большая флагманская модель бренда Chery. Chery Tiggo 9. Удобно, роскошно, доступно. Вот как большинство людей описали бы эту машину. Новинка сопоставима с Hyundai Santa Fe или Skoda Karoq. Да и вообще, надо сказать, кроссовер, построенный на платформе M3X Mars 2.0, на которой базируются кроссоверы Exceed, RX и VX нового поколения, не просто выдерживает сравнение с машинами популярных корейских и европейских брендов, но и по некоторым параметрам значительно превосходит их. Новая версия создана на основе модели Tiggo 8, однако во многом отличается от нее. Не секрет, что мы встречаем автомобили по одежке. И тут китайцы постарались. Новинка Chery в этом смысле словно приоделась в модном бутике. Во-первых, при первом же взгляде в глаза бросаются внушительные габариты машины. Ее длина составляет 4820 мм, ширина – 1930 мм, высота – 1699 мм, а колесная база – 2820 мм. Во-вторых, если раньше решетка радиатора была выполнена в стиле трехмерной матрицы, то теперь внедорожник обращает на себя внимание массивной решеткой с вертикальными прутьями. Просто, но стильно. Эффект усиливают фары со светодиодными ходовыми огнями и расположившимся под ними блоком дальнего и ближнего света. А в задней части у Chery Tiggo 9 можно увидеть единый блок фонарей. Кстати говоря, многие отмечают, что из-за фар и задних фонарей, заходящих на боковые части кузова, Tiggo 9 отдаленно напоминает Range Rover Velar. В данном случае это только комплимент. В целом, дизайн у новинки довольно сдержанный. Внедорожник имеет двухцветную окраску кузова, утопленные внутрь ручки дверей и матричные фары, которые ничуть не хуже, чем у европейских конкурентов. Все дело в том, что над оформлением кроссовера работала международная команда дизайнеров во главе со Стивом Юмом, знаменитым мастером, который прежде работал шеф-дизайнером в General Motors. Он участвовал в создании таких автомобилей, как Cadillac CTS, Chevrolet Cruze, Lincoln Navigator, Ford Taurus и Hyundai Santa Fe.
Поэтому неудивительно, что и Cherry Tiggo 9 отличается минималистичным, но в то же время запоминающимся обликом. Причем внутренний интерьер под стать оболочке. Качеству салона не придраться. Выполнен он в некричащих нейтральных оттенках, которые подчеркивают премиальность автомобиля. В основе отделка натуральной двухцветной кожей, которая дополняется элегантными вставками из дерева и контурной диодной подсветкой. Над электронной начинкой китайцы тоже потрудились. Здесь есть все: испаренные экраны информационно-развлекательного комплекса, и электрорегулировка сидений на дверных картах, и подрулевой селектор трансмиссии, и тачпад на центральном тоннеле, который напоминает о Мерседесах. А по центру красуются сразу 3 приметных дефлектора вентиляции. Едет Tiggo 9 плавно и тихо. Настолько тихо, что вряд ли бы кто-то подумал, что внедорожник оснащен 2-литровым турбомотором, который идет в тандеме с 7-ступенчатой роботизированной коробкой Jetrac с 2 мокрыми сцеплениями. Силовой агрегат способен развить мощность в 261 лошадиную силу, а разгон до сотни занимает 10 секунд. Выпускается флагманский кроссовер как с передним, так и с полным приводом. Ну и конечно же, как не сказать об уровне комфорта флагмана. Пример: завести двигатель и прогреть салон можно заранее. Достаточно нажать кнопку на брелке. Причем сделать это можно из дома. Еще одна фишка – автоматически отпирающиеся замки дверей. Достаточно лишь приблизиться к автомобилю с ключом в кармане. А если подойти к корме и постоять пару секунд рядом, электропривод сам откроет дверь багажника. И даже «Сезам, откройся» говорить не надо. Капот открывается на манер BMW, двойным нажатием руки. В общем, мелочи, а все же приятно. Вообще, Tiggo 9 станет прекрасным вариантом для семейного автомобиля. Он имеет просторный салон с комфортными сиденьями и вместительный багажник, который позволяет перевозить большой объем груза. Автомобиль хорошо приспособлен для поездок на дальние расстояния. В холодное время года всегда можно включить подогрев переднего и заднего стекол и всех сидений, в жару вентиляцию, но особенно везет пассажиру переднего ряда, ведь он может включить еще и режим массажа. Любителям путешествовать придется по душе панорамная крыша. Меломанов порадует встроенная аудиосистема Sony, а семьям с детьми понравится надежность и высокий уровень безопасности. Внедорожные качества Cherry Tiggo 9. Кроссовер отличается динамичностью и хорошей управляемостью. Здесь есть и четкие реакции на отклонение руля, и правильный баланс на прямой, и отлично настроенные амортизаторы, которые обеспечат комфортную поездку по любому рельефу. Девятка Cherry уверенно идет по грунтовке, а на легком бездорожье помогает электронная имитация межколесной блокировки. На совсем плохих дорогах спасет полный привод и высота дорожного просвета в 190 мм. По начищенной в течение нескольких недель заросшей дачной дороге машина пройдет без труда. Конечно же, у многих наверняка возникает вопрос: превосходит ли Tiggo 9 своих конкурентов, и если превосходит, то в чем? Что ж, для примера можно сравнить Tiggo 9 с теми же Hyundai Santa Fe или Kia Sorento. Несмотря на внешнее сходство, обе модели значительно уступают Cherry в оснащении. Китаец отличается более внушительным дорожным просветом, сиденьями с кожаной отделкой, 18-дюймовыми литыми дисками, беспроводной зарядкой и рейлингами. К беспроигрышным преимуществам также можно отнести передние датчики парковки, систему кругового обзора и систему мониторинга слепых зон. Не последнюю роль играют обогрев задних сидений и лобового стекла, которые обеспечивают комфортную поездку в холодную погоду. К этому же списку можно добавить дистанционный запуск двигателя и электропривод двери багажника. Ну и, конечно же, нельзя не отметить подсветку салона, электрические настройки передних сидений и панорамную крышу. Они, конечно, прямой практической пользы не несут, но, как-никак, создают приятную атмосферу. В общем, яркий дизайн, функциональность, высокий уровень комфорта и разумная цена определенно делают флагманский кроссовер Cherry Tiggo 9 одним из лидеров класса. Более того, производители Cherry позаботились о том, чтобы каждый смог выбрать наиболее подходящую модель.
На данный момент Tiggo 9 представлен в 3 комплектациях. Самый дешевый вариант кроссовера имеет 19-дюймовые колеса, матричные фары, панорамный люк в крыше, спаренные экраны и мультимедиа-системы, двухзонный климат-контроль, камеры кругового обзора, задний парктроник, адаптивный круиз-контроль и системы автоторможения. Средняя версия отличается 20-дюймовыми дисками. Здесь также добавляются память настроек зеркал, атмосферная подсветка интерьера, подогрев сидений, передний парктроник, штатный видеорегистратор, беспроводная зарядка для смартфона и отдельный блок управления климатом для пассажиров. В люксовой комплектации вдобавок ко всему перечисленному появляются обогрев руля, системы мониторинга слепых зон, предупреждение о столкновении сзади, проекционный дисплей и система мониторинга состояния водителя. Словом, престижный представитель семьи Tiggo не отстает от своих европейских конкурентов как в плане интерьера, так и по внутренним характеристикам, а цена при этом в разы ниже. Стартовая комплектация пятиместного Tiggo 9 обойдется китайским автолюбителям 155-175 тысяч юаней или 1 700 000 рублей. Промежуточный или средний вариант стоит 165 тысяч юаней или 2 миллиона рублей. Стоимость топового Tiggo 9 составляет 175 тысяч юаней. Однако на российском рынке прайс на девятку близок к 4-5 миллионам. По словам производителей, новый паркетник будет доступен в 5, 6 и 7-местном исполнении салона, а в ближайшем будущем у автомобиля также появится подзаряжаемая гибридная версия с новой установкой CDM. В заключении хочется сказать, что если раньше в китайских автомобилях многих привлекала лишь стоимость, то теперь автовладельцы отдают предпочтение китайским брендам сознательно и даже при наличии альтернативы. Конечно, у многих все еще остаются сомнения. Ведь стереотип о том, что если китайское значит некачественное, слишком плотно засел в наших головах. Но если вспомнить недалекое прошлое, когда на авторынок пришли корейцы, про них говорили то же самое. А теперь Hyundai и Kia – основные машины в таксопарках. А как считаете вы, надежны ли китайские автомобили и стоят ли они своих денег? Обязательно делитесь своим мнением в комментариях. А на этом у нас все. Всем хорошего настроения, спасибо за просмотр и до нового выпуска.